Заходим в настройки игры, листаем в самый низ и выбираем повторный режим зрителя. Здесь необходимо нам включить интересующие нас параметры. Это автосохранение повторов, что позволит нам сохранять повторы и, соответственно, их пересматривать. Включаем показ маркера всех врагов в повторе, это тоже нам пригодится. Кабину загружать всегда должно, так надо. Ну и запись повторов с возможностью перемотки. Это самое важное, что нам пригодится, потому что перематывать повтор без возможности перемотки, то есть постоянно его перезагружать, это неправильно, короче. Поэтому ставим галочку «Запись повтора с возможностью перемотки», а период записи повторов мы ставим на 30. Можно поставить и на 10, но это будет крайне неудобно, если повтор слишком длинный, и перематывать его будет очень трудно. Поэтому самый оптимальный вариант — это 30. Можно поставить и на 60. И самый последний параметр — это угол свободной камеры. Угол свободной камеры, простыми словами, это зум. Этот параметр фиксирует у нас приближение и влияет на то, насколько далеко мы сможем отдалить камеру. Я советую использовать угол обзора на 150. Это позволит нам иметь максимальное отдаление камеры и использовать обратный зум. Но про обратный зум я расскажу немножко позже. Что касается настроек графики, то я советую ставить все на максимум. Также обратите внимание на настройку постэффектов. На самом деле нам необходимо поставить галочку «Динамический тон-маппинг». Остальные настройки нам не нужно трогать. Слово совсем никак. Теперь самое время перейти к настройкам управления. Чтобы полностью скрыть интерфейс и начать съемку, нам необходимо настроить этот параметр. Это сочетание клавиш, которые вы будете использовать. По умолчанию это Ctrl плюс Z. В настройках управления мы затронем только то управление, которым я пользуюсь и считаю основным управлением для съемки. Переходим в настройки управления и переходим во вкладку «Режим зрителя». Видим здесь все настройки. Начнем с вида от пушки. Это готовый пресет, который позволит камере переместиться к пушке самолета, вертолета, танка и прочей техники. Что касается танка, то камера жестко крепится к башне и повторяет ее движение, что иногда может быть полезным. Но в таком режиме камеры передвигать ее невозможно. Работает только зум, и то не везде. Вид от крыла жестко фиксирует камеру на корпусе самолета близко к крылу. Также этот режим работает и на танках, но он не очень интересен. В этом режиме также невозможно передвигать камеру, но можно работать зумом. Полет по касательной телепортирует камеру в рандомную точку на дальнюю дистанцию, привязываясь к технике и приближая камеру к ней. При этом можно передвигать камеру в любом направлении, даже вплотную к технике. Этим режимом я пользуюсь иногда, он крайне полезен, когда надо, чтобы камера следила за техникой. На дальних дистанциях камеры без этого никак, так как словить в кадре технику с сильным зумом очень сложно. Операторская съемка позволяет камеру прикрепить к любой технике и следовать определенному пути. Двигать камеру свободно в таком режиме невозможно, работает только зум, но этот режим может оказаться полезным, если необходимо снять технику не на большом расстоянии с движением камеры. Я иногда пользуюсь этим режимом, но очень редко и не всегда. Свободная камера позволяет без ограничений передвигать камеру. Камера не привязана ни к чему, ни к технике, ни к координатам, что позволяет передвигать ее в любом направлении. Можно даже в текстуры залезть, например, в какое-нибудь здание или сооружение, авианосец, который стоит на море, и любую другую технику. Этот режим камеры является одним из самых полезных и позволяет воплощать в реальность многие сценарии раскадровки. Также можно его использовать не только для съемки, а исследовать карты и интересные сооружения. Я постоянно пользуюсь этим режимом камеры. И вам тоже советую им пользоваться. Произвольная позиция камеры использует все перечисленные режимы камеры. Простыми словами, это рандомайзер готовых режимов камеры, так как все перечисленные режимы камеры считаются готовыми пресетами с ограничениями, кроме свободной камеры. Не особо полезный режим, я вообще им не пользуюсь, но может кому-нибудь понравится и кто-то будет его использовать. Свободная камера слежения также считается одним из самых полезных режимов. Данный режим камеры имеет все перечисленные свойства обычной свободной камеры и отличается лишь тем, что камера закреплена за координатами техники. То есть камера движется так же, как и техника. Я пользуюсь постоянно этим режимом и всем советую его использовать. Далее идет свободная закрепленная камера. Этот режим считается третьим по полезности, он использует все то же, что свободная камера и свободная камера слежения, но жестко крепится к корпусу техники и повторяет ее движение. Таким образом, камеру можно переместить в кабину пилота или к стрелкам бомбардировщика, куда угодно, все ограничивается лишь воображением. Этим режимом я также постоянно пользуюсь и тоже советую его использовать. Инерция свободной камеры позволяет настроить плавность движения камеры. Этот параметр влияет на разгон камеры во время управления, а также на плавность мышки во время ее передвижения.
Советую настраивать его под нужды съемки. Запомните, если сцена динамичная, быстрая, где требуется быстро работать мышкой, то советую ставить значение от 40 до 60. Если плавные сцены или снимаете технику вблизи или какие-нибудь детали, то можно ставить хоть 100%. Но я использую 75-85 в основном. Иногда могу меньше поставить, иногда больше. Зависит от сцены. Постоянные значения использовать не рекомендую. Это непрофессионально. Покачивание камеры влияет на тряску камеры во время режима операторской съемки и полета по касательной, а также нескольких других режимов. Чем больше зум, тем сильнее тряска. Поэтому, если вы испытываете сильную тряску камеры во время съемки, то уберите ее. Или сделайте значение меньше. Если надо добавить, то больше. Все просто. Парящая камера работает только в режиме зрителя. То есть, если вы зашли в полигон через режим зрителя, где доступна любая команда для просмотра, то в повторе вы сможете использовать ее. Также парящая камера встречается на стримах по eSport, где комментаторы смотрят за обеими командами. Этот режим камеры неудобен для съемки, и использовать я его не рекомендую. Я им не пользуюсь и никогда не пользовался. Попробовать можете, но я не рекомендую. Он удобен для просмотра битвы, но не для съемки. Далее у нас есть два параметра – приблизить и отдалить. Это как раз таки зум, который приближает и отдаляет камеру, при этом камера остается на месте. Все просто. Настраивайте удобные кнопочки, чтобы быстро и удобно можно было зумить. Советую настроить на боковые кнопки мыши, сам так пользуюсь, но вы можете настроить их под себя, как удобно будет вам. Чтобы выполнить обратный зум, о котором я говорил ранее, нам необходимо отдалиться от объекта и приблизить камеру с помощью зума. Теперь можно начать движение обратно к объекту. И когда мы движемся к объекту, мы можем отдалять камеру с помощью зума. Так работает обратный зум. Можно и наоборот, отдалиться от объекта и приближать камеру. Обратный зум работает в двух направлениях. Скорость проигрывания повтора можно ускорить или замедлить. За это отвечают эти два параметра. Советую назначить удобные для себя клавиши, так как из панели повтора будет крайне неудобно это делать, особенно во время съемки. Если курсор мыши вы не можете скрыть вместе с интерфейсом, бывает такой баг в повторе, то советую назначить кнопку, которая это сделает. Теперь самое необходимое – это управление камерой. Мы будем затрагивать эти 4 параметра. Каждый из них можно настроить по-разному или одинаково. Простыми словами, под себя. Если нажать 2 раза на любой из этих параметров, то откроется окно с настройкой. Здесь мы видим максимальное и минимальное значение. Самый первый параметр, где написано максимально, это вперед, вправо, вверх и крен налево. Второй параметр, где написано минимальное значение, соответственно, имеет противоположные значения. Сброс значения оси позволяет сбросить скорость относительного управления. Активация оси работает следующим образом. Мы ставим камеру так, как нам необходимо, затем нажимаем на необходимые нам кнопки, например, камера вперед, затем нажимаем на кнопку, которая активирует ось, и камера начинает движение так, как мы ей задали движение. То есть активация оси активирует относительное управление, до которого мы дойдем чуть позже. Главное, запомните, за что отвечает этот параметр. Сохранение значения неактивной оси работает так же, как и активация оси, но камера с относительным управлением будет двигаться дальше, даже если мы отпустим кнопку активации оси. Чтобы добавить или сбросить скорость относительного управления, необходимо зажать кнопку активации оси и нажать на кнопки, которые отвечают за максимальное и минимальное значение, а также сброс оси. Тогда камера либо ускорится, либо полностью сбросит скорость. Параметры мертвая зона и нелинейность нужны больше для джойстика, где есть физическая и логическая ось. Нам эти параметры не нужны. Можете их не настраивать. Инверсия оси позволяет поменять максимальное и минимальное значение местами. Тут все просто. И вот мы добрались до относительного управления. Относительное управление позволяет нам задать траекторию движения и скорость камеры. Оно работает так. Мы нажимаем на движение камеры вперед, и камера движется у нас вперед, не останавливаясь. Если мы начнем двигать мышь, то камера будет двигаться в том направлении, куда смотрит мышь. Если нажать несколько раз на движение вперед, то камера ускорится. Чтобы сбросить скорость, надо нажать на сброс оси или остановить камеру активацией оси. Чувствительность относительного управления отвечает за ускорение, если зажать клавишу, которая отвечает за минимальное и максимальное значение. Если мы поставим значение на 100% и зажмем клавишу, то камера ускорится быстрее, если меньше, то медленнее. Шаг относительного управления отвечает за то, насколько быстро камера будет ускоряться, если мы будем нажимать клавишу максимального и минимального значения. То есть это касается одиночного зажатия, а не то, как мы зажмем клавишу и будем удерживать, не путайте. Множитель отвечает за то, насколько будет умножаться каждое наше нажатие на клавишу максимального и минимального значения. Если ставим на 2, то каждое нажатие будет умножать скорость на 2. Коррекция, в свою очередь, позволяет нам задать отклонение максимального и минимального значения.
Когда параметр стоит на нуле, то камера не имеет отклонений по максимальному и минимальному значению. Если поставить на 50%, то отклонение будет по максимальному значению. Если на минус 50, то отклонение по минимальному значению. Отклонение, в свою же очередь, делает так, чтобы максимальное и минимальное значение могло без нашего участия постепенно ускоряться. При этом мы не нажимаем на клавиши максимального и минимального значения. Камера ускоряется сама. Таким образом, можно настроить траекторию движения, по которой камера будет сама двигаться. Лучше всего использовать вместе с активацией оси. Достаточно будет активировать ось, и камера начнет свое движение. Я рассказал про каждый параметр относительного управления. Теперь все 4 параметра, про которые шла речь, вы можете настроить под себя и под нужную задачу. Настройки относительного управления позволяют снимать потрясающие видео, которые ничем не хуже трейлеров игры. С относительным управлением мы разобрались. Теперь на очереди следующие параметры. Сбросить крен камеры позволяет вернуть в исходное значение крен камеры, если он, например, слишком большой. Я не всегда пользуюсь этим параметром, так как возвращаю его в исходное положение вручную, но тут кому как. Глубина резкости влияет на размытие фона. Для тех, кто знает, это блюр. Он работает фиксированно, и он не динамичный. То есть он не подстраивается под определенный объект автоматически, он работает только на определенной дистанции. Если техника будет слишком далеко или близко к камере, то она будет размываться вместе с фоном. Учитывайте это. Если хотите отснять динамичную сцену, где техника находится как близко к камере, так и постепенно отдаляется от нее. Также советую использовать размытие фона там, где необходимо избежать низкодетализированных текстур или сделать акцент на какой-то детали. Например, на летчике фон будет отвлекать, поэтому лучше его размыть. Экспериментируйте. Фиксация направления движения камеры — это достаточно полезный параметр. Он работает только с 3 режимами свободной камеры, о которых я рассказывал. Работает он следующим образом. Представим центр камеры, и в этот центр камера будет лететь, если мы активируем этот параметр. Мы можем сделать собственный горизонт для камеры в любом направлении, и при движении вперед или назад камера будет двигаться четко туда, куда мы поставили центр камеры. Этот параметр достаточно полезный, и использовать его стоит, чтобы ограничить камеру. Включается и выключается этот параметр нажатием на назначенной кнопки. Так что вы легко сможете сбросить фиксированное направление повторным нажатием. Скорость зума влияет на приближение камеры, о котором я говорил ранее. Ничего сложного, просто поставьте любое необходимое значение. Я использую, например, 2%, чтобы зум был плавный. Слежение за 2 самолетами позволяет нам держать в кадре 2 самолета, не теряя их из виду. То есть камера работает таким образом, что следит сразу за 2 самолетами и старается держать их в кадре, даже если они находятся достаточно далеко друг от друга. В этом режиме можно перемещать камеру и использовать зум. Этот режим считает вашу технику основной, а другие самолеты второстепенными. Таким образом, следующий параметр отвечает за переключение на другой самолет. Этот режим работает в режиме свободной камеры. Чтобы его активировать, надо переключиться в режим свободной камеры. Блокировка в горизонтальной плоскости блокирует камеры по горизонтали и блокирует движение мыши по вертикали. Вы можете передвигать камеру как вам угодно, но направить камеру вниз или вверх нельзя. Этот параметр может быть полезным в некоторых случаях. Работает также в 3 режимах свободной камеры. Фиксация текущей скорости работает следующим образом. Мы разгоняем камеру в нужном нам направлении и нажимаем кнопку, которая активирует фиксацию скорости. Нажимаем пробел и видим, что камера движется в заданном направлении, с заданной скоростью. Если ускорить повтор, то скорость камеры ускорится. Чтобы сбросить это все, то надо нажать еще раз на заданную кнопку. Этот параметр может быть полезным, если вы снимаете технику на близком расстоянии, и вам важно, чтобы движение камеры было линейным, без дрожания и лишней тряски. Я в свою же очередь использую этот параметр, если мне необходимо быстро оказаться с камерой в другом центре карты. Я просто задаю движение и ускоряю повтор на максимум. Таким образом, камера быстро движется по карте, что экономит время. Да, я гений. Фиксация текущей скорости на скорости техники. Это тоже довольно полезный параметр. Он фиксирует камеру не на скорости и движении, которые задаете вы, а фиксируется на скорости техники, на той же траектории. Важно знать, что вы фиксируете текущую скорость и текущее направление. Если техника сменила направление и скорость, то камера продолжит движение только с теми параметрами, которые зафиксировала. Этот параметр тоже может найти применение, но я им не часто пользуюсь. И последний параметр — это отключить дрожание камеры. Он, по идее, отключает тряску, но работает настолько криво, что я забыл, что он существует. Я им не пользуюсь. Теперь вы знаете, как настроить управление камерой и снимать. Но это еще не все. Мне надоели вопросы о том, как я делаю синематики и как я их снимаю. Поэтому расскажу несколько личных секретов, которые я использую и к которым я додумался. Но это только малая часть. Все секреты студии я раскрывать не буду.
В первую очередь нам необходимо мусор превратить в что-то полезное. Например, самый обычный разведывательный дрон. Никто же не говорил, что с помощью него нельзя снимать. Поэтому мы будем использовать дрон для съемки. Запускаем полигон. Советую его настроить перед запуском. Выбрать нужную погоду, время суток и прочее. Еще необходимо выбрать подходящую карту. Желательно какую-то ровную местность. Когда мы запустили полигон, то можем выезжать. Я думаю, все же поняли, что мы будем использовать легкий танк с дроном. Итак, наша задача задать траекторию движения танка. Обычно по умолчанию это клавиша E, английская. Теперь танк движется вперед, без необходимости нажимать на кнопки. Запускаем дрон, отлетаем немного от танка, сбрасываем скорость. Дрон маленький и может лететь с критически низкой скоростью, имейте в виду. Подстраиваемся под танк и держим наш дрон ровно. Теперь наша задача пролететь рядом с танком. Можно замедлиться или ускориться, неважно. Тут уже смотрите сами. Я просто показываю, так что тут не принципиально. Когда мы все это отыграли для съемки, то можем выходить из миссии и заходить в повтор. Итак, мы в повторе. Можем немного ускорить его, чтобы перейти к нужному моменту. Когда мы перешли к нужному моменту, мы можем переключиться на свободную камеру слежения. Подстроить камеру так, как мы хотим. Мы можем ее опустить или поднять. Приблизить к технике или отдалить скорости движения все равно будет как у дрона. Теперь проигрываем момент и работаем камерой. Просто следим за танком. Вот так получилось отснять. Неплохо. Важно знать, что дрон может лететь достаточно низко и медленно. Это позволяет нам снимать танки, так как они медленные. Также можно снимать и корабли, если запустить совместную миссию с танками, что может быть также полезным. Применений множество. Считайте, что у вас в распоряжении летающая камера, которой можно задать любую траекторию и скорость. С помощью дрона также можно снять масштабную битву танков, пролетая через все поле боя. Я снял несколько примерных кадров для наглядности. Теперь еще один мусор мы превратим в предмет для съемки. Это вертолет. Вообще от выбора вертолета зависит многое. Чем меньше вертолет, тем легче будет им снимать. И можно ближе подлетать к объектам. Использовать вертолеты с соосной системой несущих винтов не советую. Это вертолеты по типу К-29, К-50 и К-52. Они управляются немного неудобно. Использовать их можно, но какой-нибудь Boeing А6 будет гораздо лучше показывать себя в съемке. Для того, чтобы что-то отснять вертолетом, нам необходимо переключиться на полное управление и использовать режим дипфирования, чтобы вертолет был более стабильным. Взлетаем и летим к объекту, который будем снимать. Кстати, советую предварительно настроить чувствительность полного управления. Я буду снимать корабль, поэтому мне следует быть аккуратным, чтобы ничего не задеть винтами. Когда мы что-то снимаем с помощью вертолета, нам необходимо управлять вертолетом максимально плавно. Как говорится, почувствовать технику и привыкнуть к ней. В съемке через вертолет нет ничего сложного. Вы можете снимать в реальном времени, как я сейчас, просто отключив интерфейс. Так можете снимать и через повтор, по тому же принципу с дроном. Просто имейте в виду, что это летающая камера, к которой можно закрепить другую камеру. Следующий на очереди танк. Да, с помощью танка тоже можно что-то отснять. Например, двигающийся впереди танк. Такой метод можно применить, если дрон не может пролететь из-за большого количества мелких объектов или сооружений. Неудобства есть по типу рельефа местности, где танк будет прыгать, поэтому лучше использовать ровную поверхность для такого метода съемки. Чтобы отснять что-то с помощью танка, нам необходимо выбрать какой-нибудь легкий танк с хорошей скоростью и проехать по местности. Можно проехать возле танков или за ними. Советую использовать какой-нибудь маленький танк, Везель, например, который будет хорошо справляться с этой задачей. Кстати, очень важно поворачивать танком не клавиатурой, а башней. Как? Я сам не знаю. Просто так надо. Переходим в настройки управления танком и назначаем удобную для нас клавишу на режим мехвода. Я поставил этот параметр на мышку, поэтому я могу просто пальчиком своим зажать клавишу, и режим мехвода может работать. Работает режим мехвода просто. Когда вы зажимаете и удерживаете нужную клавишу, то танк будет сам поворачивать туда, куда вы поворачиваете мышку и башню танка. Таким образом, танк будет очень точно и плавно проходить повороты, почти без потери скорости. Это позволяет нам снимать обгоны танков плавно, что будет смотреться абсолютно синема. Кстати, с помощью самолета можно снимать и даже очень неплохо. Нам необходим друг. Если у вас нет друзей, то ничего не получится, поэтому нужен друг. Берем два самолета, один самолет летит прямо, без какого-либо изменения траектории, а другой летит за ним и выполняет разные маневры. Использовать самолет можно по-разному, все зависит от поставленных задач. Вы можете пролететь как над городом или местностью, так и над каким-нибудь морским сражением, но следует выбирать подходящий самолет с подходящей под задачу скоростью.
ну и, соответственно, маневренностью. Чтобы все это отснять, необходимо переместить свободную камеру слежения в повторе на активный самолет, то есть тот, с которого вы будете снимать. Настраивайте позицию камеры, зум и начинаете следить за другим самолетом. Можно переместить камеру немного выше или ниже, скорость и направление движения от этого не поменяется. Ничего сложного. Теперь я расскажу о том, как можно снять полет птура или другого снаряда вертолета или самолета. Дело в том, что все снаряды в повторе невозможно отследить камерой. Точнее, можно, но это крайне сложно и неудобно, их надо ловить камерой, подгадывать скорость, замедлять повтор и так далее. А с помощью слежения за снарядом можно отследить его. Сейчас покажу. Берем вертолет, подлетаем к необходимому месту, снижаемся почти до самой земли, переходим в режим наведения и фиксируем прицел. Далее нам необходимо пустить птур и нажать кнопку, которая отвечает за слежение за снарядом. По умолчанию это английская буква У. Эту кнопку необходимо нажать и удерживать. Теперь мы можем следить за птуром. Также мы можем приближать его. Советую, кстати, поставить приближение на колесико мышки. Так можно регулировать приближение. В повторе, если включить воспроизведение взгляда игрока, можно ускорять и замедлять. Держу в курсе. Этим способом можно отснять быстро летящий птур, что будет выглядеть достаточно неплохо. Пользуйтесь. На самом деле много способов съемки, но их недостаточно, чтобы, например, отснять приборы самолета или полет снаряда. Приходится использовать высокоинтеллектуальные решения, такие как Blender или программы VFX и тому подобное. Например, полет снаряда к танку или птура можно снять не только в игре, но сделать это все в программе, например, DaVinci Resolve, которой я пользуюсь. Это достаточно мощная программа и подходит практически под любые задачи. Потенциал этой программы огромен. Из-за того, что я высокоинтеллектуальный гений, я решил сделать полет снаряда. Для начала я отснял летящий снаряд на фоне неба, потом стоящий танк, закинул эти материалы в программу, совместил их, подрезал, поработал с анимацией, эффектами, и вот что получилось. Да, тупо выглядит, согласен, но я не стал заморачиваться, сделал на скорую руку, и этот способ не совсем подходит нам. Хотя он реален, я его использовал в своих видео. Другое дело Blender. Здесь уже можно полностью в 3D сделать целую битву. Но по времени и ресурсам проще же, конечно, сделать это все в игре. Поэтому недоступные сцены по типу анимированных приборов я советую делать здесь, в блендере. Я уже делал несколько сцен анимированных приборов, и это вообще не сложно, если разобраться. Блендер сам по себе не сложен, как и DaVinci. Главное желание и усердие. А если у тебя не хватает ресурсов, навыков, не знаешь, где брать 3D-модели для блендера с приборами, то мы тебе поможем. В моем телеграм-канале ты можешь запросить нужную модель техники, спросить совета у меня и у других участников, похвастаться своими работами, которые оценят, а также там есть обучающее видео про то, как работать в DaVinci. Будь Бадабаком-младшим, стань одним из нас, и мы научим тебя всему. Выбор за тобой. Еще хочу добавить, что это видео создано до внедрения в игру пехоты. И я не знаю, как может измениться система повтора, каким образом можно снимать с помощью FPV-дрона, какое там управление и тому подобное. Поэтому будьте такими же гениальными, как я, превращайте бесполезное в полезное, ищите способ добиться нужного результата любым способом. Если не получается, то ищите лазейки, нестандартные решения. Подведем итог. Настраивайте управление под себя. Имейте несколько пресетов управления под разные задачи, чтобы не менять настройки постоянно. Очень удивительно, что разработчик не продвигает систему повторов, обучающими видео и в техническом плане тоже. Повторы имеют множество багов, недочетов, и они не идеальны. И знаете что? Я подозреваю, что у разработчиков есть расширенная система повторов. Но это только догадки, я точно не могу утверждать. На трейлерах это очень, кстати, хорошо видно. Надеюсь, что разработчики игры будут вносить корректировки и доработки, чтобы повтор становился лучше. Ну а что касается меня, то я рассказал основные настройки и приемы, так сказать, выдал базу. Есть, конечно, еще много других настроек и способов съемки, но даже с полученными знаниями вы уже сможете снимать красивые видео. Но они не будут красивыми, пока вы не научитесь красить, обрабатывать, добавлять эффекты и прочее. Поэтому придется уже учиться монтажу. Ну что ж, жду тебя у себя. Если что, дверь открыта, можешь заходить без стука.
Шу-шу-шу-шу, я же напишу и не пишу. Шу-шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу. Шу-шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, я же напишу и не пишу. Шу-шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу. А я вам так скажу, а я вам так скажу. Я же подъезжу, напишу и не пишу. Шу-шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, я же напишу и не пишу. Шу-шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу. Шу-шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, я же напишу и не пишу. Шу-шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу. Вот так. Ладно, в принципе, все. Я показал все, что хотел. Вот, знаете, я всю свою великую мудрость, гениальнейшую, могу передавать целыми годами. То есть у меня очень много всего, что я могу рассказать, показать, научить, что касается монтажа. И этому всему я научился методом тыка, проб и ошибок. Вот. Тундра, она красивая, но я перестал ее снимать по той причине, что я ненавижу тупые повторы, которые разраб не хочет чинить, делать. Вот. Разраб не хочет чинить и делать их, поэтому я не хочу снимать тундру. Ты зашел в повтор и оттуда же вышел. Не по своей воле, а потому что игра так захотела. Потому что разработчик не захотел это починить. Звуки тупые в игре. Не в игре, а в повторе. А в игре нормальные, а в повторе нет. Они ущербные, поэтому приходится, короче, страдать.